Привет, Cover Project. Меня зовут Сергей Шилов. Я архитектор, дизайнер. И сегодня хотел бы пригласить вас на наш новый объект. Это загородный дом, расположенный в коттеджном поселке Резиденция Рублева площадью 350 квадратных метров на 24 сотках земли. Проект формировался для большой современной гостеприимной семьи. Основные пожелания для проектирования объекта — это было большое, светлое пространство в современной архитектуре и лаконично вписывающееся в окружение поселка, с одной стороны, с другой стороны, выделяющееся на фоне всех окружающих домов своей современностью. Хотя поселок тоже современный, да, но дома хотели более авангардно, чтобы выглядели. Формировалась общая концепция ряда домов на участке, и каждый дом формировался с учетом пожеланий будущего потенциального владельца. С одной стороны, мы получили объект в уже сформированном загородном пространстве коттеджного поселка с хорошей репутацией, с качественной архитектурой. Основной задачей было интегрировать наш новый объем в текущую экосистему, при этом не нарушив его, но и реализовав собственные амбиции по формированию знакового для нас объекта. Концепция формообразования подразумевала формирование внутреннего пространства, интегрированного в окружающую территорию участка. При этом вся архитектура дома подчинена функции внутреннего пространства и наружного пространства. И мы не проектировали дом как дом, да? Мы проектировали уютные зоны. Отсюда и пластика фасада, и его отделка. Организация пространства для большой гостеприимной семьи — это в первую очередь организация гостиной. В гостиной были решены несколько функциональных зон для активного времяпрепровождения как с гостями, так и в уединенной кулуарной обстановке с близкими. Гостиная является ядром данного проекта, и вокруг нее формируются все основные зоны, как приватная, как утилитарные зоны. И самое главное — это две большие террасы, расположенные по бокам гостиной, являющиеся ее продолжением и способствующие ее интеграции в сформированный вокруг дома сад. При планировании архитектуры загородного дома, конечно, важно учитывать не только жизнь владельцев внутри дома, но и их времяпрепровождение вне его стен, в экстерьере. В этом доме предусмотрено сразу несколько площадок для комфортного времяпрепровождения на открытом воздухе. Наше архитектурное бюро всегда уделяет особое внимание аутдор-пространству. Удобство и практичность аутдор-интерьера не менее важна, чем интерьер внутри дома, так как именно здесь, в теплое время года, хозяева встречают гостей и проводят большую часть времени. На дальней террасе мы использовали мебель от компаний Molteni и Varaski. В комплектации данной террасы нам помогли компания Trio Интерьер, которые недавно открыли отдельный салон с аутдор мебелью. С компанией Trio очень удобно и комфортно работать. От подбора, комплектации до монтажа и доставки очень профессиональная команда. Мы выбрали именно эту мебель, потому что, на наш взгляд, коллекция Molteni Outdoor — это воплощение бельгийского минимализма, и итальянского мастерства. Во-первых, это прекрасная инвестиция в качественную мебель. Во-вторых, это дизайн вне времени. Molteni — это мебель, которая своей элегантностью превращает террасу и сад в продолжение нашего интерьера.
Мне как архитектору в данном проекте очень импонирует центральное пространство, которое было сформировано не сколько стенами и мебелью, а сколько сложностью всего объема. Поднятый уровень потолка, дополнительное освещение за счет верхнего остекления создают определенную уютную обстановку для жизни семьи. В процессе проектирования от заказчика поступило пожелание значительно поднять потолок в зоне гостиной. Тем самым нарушилась пропорция пространства, и оно стало вертикально вытянутым, что визуально сокращало его объем. Мы, в свою очередь, поддержав желание заказчика, предложили ему интегрировать деревянные конструкции, представляющие из себя поперечные балки. Также в них были интегрированы светильники, что решило освещение всего пространства. И в итоге это получилось основной фишкой и запоминающимся элементом. Если посмотреть на план дома, то мы увидим это набор функциональных зон, такие как спальня, гостиная, унитарные помещения. Все они имеют свой объем, свой метраж и свои потребности в организации пространства. В первую очередь на плане были расставлены они. Далее мы перешли к рассмотрению, что получилось на фасаде. С одной стороны, архитектура здания в данной ситуации может показаться вторичной. С другой стороны, на мой взгляд, это очень современный подход к формированию архитектуры. Получающаяся эстетика очень хорошо гармонирует, во-первых, с окружающей природой. Мы не акцентируем на монументальности или на какой-то новой эстетике, в природе, а мы подчеркиваем природную естественность и просто интегрируем в нее функцию, которая необходима нам для реализации всех пожеланий заказчика. Получившийся объем на первый взгляд показался очень минималистичным и грубым. Было принято решение разбавить фасадные плоскости деревом. Активное использование деревянного планкена, отражающие функции остекления, все это разбавляет фасад в природе. При формировании планировки дома мы активно пытались сохранить все зеленые насаждения на участке, что во многом способствовало тому, что ландшафт выглядит очень естественным, а не рукотворным. Основные функциональные зоны здесь — это входная группа, отделена от гостиной большой пивотной дверью, скрывающей за собой гардеробную, гостевой санузел и небольшой спортзал. Также во входной части дома располагается гараж, кухня и комнаты персонала. При организации этого пространства были решены вопросы разделения потоков гостевых и потоков персонала. Гостиная дома представляет из себя центральное ядро дома и разделена на зоны мебельными композициями. Вокруг камина сформирована лаунж-зона, также присутствует барная зона и видом на сад. Рояль в проекте появился сразу. Это было одно из пожеланий заказчика, как, на мой взгляд, доминанта гостиной комнаты. Приватная зона представляет из себя 3 спальни, 2 гостевые со своими санузлами и 1 мастер-блок со своей гардеробной, большой ванной комнатой. На первый взгляд это монохромный интерьер, но он не кажется скучным за счет большого количества остекления, что в свою очередь привносит в интерьер цвета природы, окружающий дом. Очень много предметов мебели и решений для хранения было разработано по нашему индивидуальному проекту.
благодаря заказчикам мы смогли реализовать свои самые смелые желания. По крайней мере, в моем опыте нам редко доводится реализовывать подобного уровня проекты. Я думаю, что любой реализованный проект, он уже устарел. На данном этапе нашего творчества это самый современный дом. Если говорить о персональной философии пространства для жизни, в целом я считаю, что человек большую часть времени должен проводить на улице. И дом — это убежище, да, от непогоды, от ненастья, но комфорт формируется все равно в единении с природой. Да? Мы комфортно себя чувствуем на улице. Дом необходим, но он должен понимать свою вторичность относительно природы. Здесь мы попытались это реализовать.